И снова здравствуйте! Как вы определяете, что перед вами? Рубашка или блузка? Рубашка, сорочка. Не буду вдаваться в тонкости. Не это предмет обсуждения. Это не самый важный жизненный вопрос, но для определения стиля, аксессуаров, уместности можно и внести ясность. Например, если хочется построить подходящее для офисного стиля изделие, но женственно, можно платье-рубашку, рубашку бойфренда. Какой крой выбрать? Самое главное – это глубина проймы, свобода облегания, воротник. А далее, когда хочется изюминки, то, что сделает из рубашки блузку, а что позволит не выйти за рамки стиля. Немного вариантов из сети интернет. Обязательно атрибут мужской рубашки – карман. Уже странно. В современной рубашке карман вообще не часто встречаемое понятие. Ручку блокноты помещают в телефон, а его в карман брюк чаще. А о белом платке без слез ностальгии не вспомнишь. Исчезает смысл кармана, и он сам, Валану или Рюше, сделает рубашку блузкой. Логично. Но из хлопка шьют рубашки, а блузки из шелка. Пуговицы на левую или правую сторону должны помочь определить, блузка или рубашка перед вами. То есть по пуговицам все женские рубашки-блузки, даже обозначение рубашки как элемент верхней одежды можно встретить. Получается, что мужчины не могут надеть шелковую рубашку и без карманов, а под фрак много еще интересных баек можно найти. Предлагаю разобраться с мифами и определить элементы кроя, что отличает женскую блузку от женской рубашки. Как и в спорах с клеевым и неклеевым дублированием одежды, каждый для себя сам вынесет, есть ли правильное решение действий по истинным классическим, древним правильным вариантам кроя, технологии обработки изделий. Стоит ли отказываться от телефонов в пользу голубиной почты или гонцов с вестями? Если не гнаться за реконструкцией одежды, а применять ее ежедневно в быту, зачем отказываться от современных достижений? Как правильно втачивать рукав в открытую или закрытую пройму? Придаст ли анафеме гильдия портных интернета за отсутствие запашивочного шва в пользу оверлока? Какие традиции более верные? Истинно европейские, народов Мексики, славянские, немецкие рубахи? То, что шили 2000 лет назад? Или эталон – это рубашка от индивидуального портного давностью 150 лет назад из Неаполя? Уверена, существующие современные возможности в выборе актуального варианта для каждого, без оглядки на стереотипы, более правильное решение. Плечевая одежда, закрывающая стан, пришла из древности. Носили ее представители обоих полов, как умели, понимали крой, так и создавали одежду. Она всегда шла из умений кроить и удобства использования. Потому споры как о курице и яйце, что же первая рубашка, пришедшая из гардероба мужчин с повисшимися элементами декора, ставшая блузка, или все же были рубахи женские, мужские, не предмет сегодняшнего видео. Сегодня разговор о современном прочтении мужской рубашки, взятой в максимально изначальном мужском варианте исполнения для женщин. И на какой стадии изменения дизайна она перестает быть рубашкой, превращаясь в блузку. Да, расцветки не только современных рубашек, но и тех, что были лет 50 назад, не самые скучные у мужчин, если есть желание носить что-то, кроме однотонных и клетка полос. Так что рубашка в рисунок пейсли, горох, иначе полькадот, даже цветы и розовый однотон не символ женской блузки. Для начала, как увидеть из плечевой одежды, что это рубашка? Мужская как канон. Мужская рубашка предполагает собой разные варианты воротников, но они все так или иначе с четкими углами, возможно просто стойка. Округлых по-детски, лежащих полностью на плечах, без стойки. Женских воротников нет в мужских рубашках. Блузки предполагают разные абсолютные решения оформления выреза горловины, вплоть до обработки обтачкой без внешнего оформления. Глубина может быть больше базовой в женских блузках. Мужчины предпочитают расстегнуть верхние пуговицы при необходимости, а не открывать декольте. Перед может быть распашным, когда застежка полная, до низа, раскрывая изделие переда на две полы. А ведь отсюда и пошло название полочка. Цельнокроенное единым элементом переда изделия так и будет перед, не полочка. Тогда застежка на рубашке частичная. Блузы могут быть совсем без внешнего раскрытия переда, например, молния в боку, либо настолько свободной форме, достаточно для надевания через голову. Карманы вполне могут быть. Современные тенденции не предполагают обязательного совмещения рисунка на кармане и полочки рубашки
На самом деле, для размеров, когда обладателям кажется, что полочка очень широкая, карманы могут взять на себя акцент внимания. Часто именно в них можно привнести изюминку, совмещая очень интересные и необычные варианты, что, по-моему, не даст выйти за рамки стиля, если это не очень строгий дресс-код, но и позволит не скатиться в рюши воланы, декольте ради разнообразия. Уверена, что рубашки – очень интересный элемент гардероба, который идет всем, если выбрать правильно пропорции объема, длины, воротник. Приталенность, также и прибавка на свободу изначально по груди, потом, соответственно, по талии и бедрам, глубина проймы также разнообразны. Под пиджак, естественно, меньшая свобода облегания, меньшая пройма, ширина рукава. Но и сама по себе без верхней одежды рубашка может быть очень облегающей. Свободные, удобные варианты, само собой, вне времени, как легкие летние спортивные, так и фланелевые. Приталенность за счет отвода центра спинки, даже выточек на талии. Для отличных спортивных фигур рубашки могут быть совсем узкие, свободны по груди с углубленной проймой и широким рукавом, более привлекательны для копирования девушками, которые создают стиль рубашки бойфренда. Подрезы в мужских рубашках обычно это кокетки. Приталенность за счет вертикальных швов. Женские блузки могут иметь разнообразные по форме подрезы. Но вот нагрудных выточек в мужских рубашках нет. Это женский атрибут. В женских рубашках выточки стараются размоделировать, перенести в другие элементы кроя, кокетки, складки, объединить сталевой выточкой для создания образа мужской рубашки. В общем, максимально устранить этот женский вариант. Блузки абсолютно не стремятся скрывать выточки. Но все же я бы не стала считать, что наличие выточки делает женскую рубашку блузкой. Это не стиль деталей. Это исключительно особенность пошива изделия из ткани из-за фигуры. Если мужчина очень контрастных параметров, у него тоже могут быть выточки. Уверена, это несущественно. Речь должна идти именно о деталях дизайна, отделки. Тем более, что определенный наклон выточки, рисунок ткани способны сделать практически невидимыми выточки нагрудные в бок. Глубокая пройма, широкий рукав. В области рукав, плечо нет обычно ни складок, ни буфов, ни подплечников в мужских вариантах. Низ рукавов женских изделий может быть на резинках, завязках, очень широкий, что отсутствует в мужских рубашках. В женских блузках возможен вариант целенакроенного рукава. Так, даже если постараться изобразить мужскую отделку, но не вточной рукав, все же это блуза. Так же, как и реглан. В футболках мужских сколько угодно можно использовать реглан, а вот в рубашках все же нет. Как и безрукавки. Мое мнение, по сути, это недорубашка. То есть она должна соблюдать все остальные элементы кроя мужской рубашки, кроме наличия рукавов. Плюс она имеет ограниченный диапазон использования, чтобы быть уместной. Возникнет ли мысль назвать такую женскую блузку рубашкой? Чаще даже женские блузки обладают рукавами, крылышками, колпачками. Чаще рубашки офисного и простого классического кроя, ненарядного, строгого, уместного для ношения с галстуком, из тонких материалов, в том числе джинсовые, имеют характерный для запошивочного шва снаружи вид втачивания рукава в пройму, соединение боковых швов с отстрочкой, мелкими морщинками. Такой вид более прост и привычен в индивидуальных и массовых вариантах пошива. Надежнее на разрыв, проще в уходе. Драпировки обычно отсутствуют в мужских вариантах отделки рубашки, как и смешение разных материалов. Но планки, воротники в разных слоях могут быть отделаны схожими по фактуре, но разными, чаще контрастными цветами. Женские варианты могут спокойно также себе это позволить. Кокетка тоже может быть разной на спине, переходить переносом плечевого шва наперед. На спине складка по центру для удобства движений возможно. Форма низа рубашек мужских может быть как прямой, так и декоративно скругленной. Также и в женском варианте. Длина рубашки также может быть с напуском, более удлиненная. Также, например, теплые фланелевые рубашки. На выпуск разной свободы облегания, соответственно, разной длины, чаще до середины бедра. Разнообразные пуговицы, запонки. Манжеты могут быть как небольшими, так и под 3 пуговицы. Но в женских блузках манжеты могут быть гораздо большей высоты. Навесные воздушные петли все же только женский вид отделки блузок. Более четкие очерченные линии, острые углы манжет, воротников, планки под пуговицы, отделки, симметричность отделочных строчек добавляют серьезности, строгости, официальности,
подчеркивающие мужественность, не нуждающиеся в дополнительных отделках. Женские блузы могут позволить себе гораздо больше вариантов асимметричности, закруглений. Приталенность кроем, но не резинками, поясами, ремнями в мужских вариантах. Жабо в женских блузах, если мы не говорим о каких-то традициях знати столетия назад. Но пластроны вполне возможны, если речь идет о нарядных рубашках для мужчин, например, под фрак. Потому женские изделия с пластронами больше выглядят как блузки, не рубашки. Погоны, паты возможны в мужских вариантах, но более форменного стиля изделиях. Для женских вариантов это совсем форменный элемент, когда работа позволила женщинам занимать рабочие места, но не стремится никак это отмечать. Так же, как декоративные варианты отделки. Такие мелочи, как косочки, укрепляющие ворот изнутри, вряд ли можно рассматривать как атрибут только мужских рубашек. Это исключительно для внешнего вида, достичь которого можно и другими современными методами. Давайте не будем спорить, что современные тенденции очень разнообразны. Но все же рубашка на выпуск и рубашка, предназначенная быть заправленной, это разные вещи. Потому вылезающая из-под ремня брюк рубашка для заправления – это встречается, но скорее как небрежность, некорректность выбора. Женская рубашка также. А вот блузка может быть несимметричной и разной по высоте, где и как угодно. Для мужских рубашек есть предпочтение длины рукава, например, под пиджак. Женские варианты более разнообразны, что не делает рубашку блузкой. Сохранив свободную, объемную женскую рубашку женской, но при этом сделав ее удобной и с мужскими акцентами, несложно. Например, взять такой нюанс, как перенос линии плеча с естественного положения вниз. Как ни странно, но не определение сорочка или рубашка вызывает больше противоречий, а именно рубашка-блузка. Если согласны, не забудьте. Мне приятно увидеть ваше мнение, как голосование согласия. До новых встреч вскоре!